Всем привет, с вами Banana Master, и сегодня познакомимся с селектом. Заранее в HTML я уже создал наш select вот с такими опшенами. Визуально на экране он выглядит как такой прямоугольник, по которому я могу нажимать. И когда я кликну, откроется менюшка. В этой менюшке будут разные варианты выбора. Все эти варианты выбора это опшены у нас в HTML. Если я добавлю еще один option, например, со значением 120, то после этого изменения в этом меню появится новый option тоже. Вот он. Чтобы познакомиться с этим селектом поближе, мы сделаем некоторую задачку. Я буду в селекте выбирать какой-либо размер. И при выборе, когда кликну на кнопку, будем менять размер кнопки в зависимости от того, что я выбрал в нашем селекте. И начнем мы решение задачи с того, что подключим в JavaScript все теги, которые нам потребуются. И тут сразу же бы хотелось сказать про один момент. Когда мы работаем с селектом в JavaScript, то в нем есть варианты выбора, вот эти опшены. Эти опшены мы никогда не подключаем в JavaScript. В процессе мы будем знакомиться с тем, что некоторые HTML-теги имеют урезанный функционал в JavaScript. Так вот, опшены одни из них. В JavaScript мы с этими опшенами будем работать по-особенному. Но как минимум для начала запомните, что в HTML опшены мы никогда не подключаем. Вся работа с селектом будет происходить через главный тег select, а не через варианты выбора. Перейдем в JavaScript и увидим, что тут я уже подключил все, что нам нужно. Подключил именно select, кнопку, функцию сделал и связал нашу кнопку с функцией. Первое, с чего я начну, это я получу выбранный вариант из нашего селекта в нашей функции. Для этого я сделаю переменную v1 и в нее присвою подключенный select. И у нашего подключенного select через точку возьму value. И это value нам уже знакомо. Мы его довольно часто использовали для инпутов. В случае select он выполняет точно такую же логику. А именно получает то, что пользователь выбрал. Чтобы четче представить, что там находится, я выведу в консоль то, что сейчас находится в переменной v1. Кликну на кнопку и вижу 20 пикселей. То есть то, что мы выбрали. Выберу другой, кликну и уже 100. То есть если мы хотим получить то, что выбрали в селекте, то мы у select вызываем value. Как раз наши выбранные данные. Также хотелось бы сказать, что сейчас мы select проходим не во всех деталях, и некоторые процессы проходят под капотом. Мы глазами их не видим, но там что-то происходит. С этими процессами мы будем разбираться немного позже. Сейчас сконцентрируемся на более простом подходе. Значит, мы уже получили то, что пользователь выбрал в селекте. И далее нам нужно изменить размер кнопки. Будем менять высоту. Для этого напишу нами знакомую запись. Возьму нашу кнопку. Говорю, что работаю со стилями. А потом вызову конкретный стиль, который отвечает за высоту. И в него буду присваивать переменную v1. И в таком виде давайте поменяем на 80 пикселей и нажму на кнопку. Я увижу, что кнопка выросла. 40 уменьшилась. Вы заметили, что в случае select я вот тут px не писал, не добавлял. Это связано с тем, что еще когда я в HTML создавал опшены, я указал px вот тут. И из-за того, что я указал его заранее, мне его дублировать не нужно. Это уже, кстати, более яркий пример того, что JS нужно учить вместе с HTML. Ведь в этой задаче в Select я первоначально создал все наши данные, которые нам нужны, а потом с помощью JavaScript их вытягивал.
JS учите всегда в связке с HTML. Если вы учите без него, то считайте, вы просто читаете инструкцию использования. Другими словами, вы учите иностранный язык по словарю. То есть знаете слова, но как их использовать вместе, это уже другой вопрос. Толк как бы есть, но заговорить на другом языке благодаря словарю звучит как-то нереально. Попробуем немножко усложнить задачу и сделать так, чтобы высота нашей кнопки менялась в реальном времени. Ну, то есть я что-либо поменял, и высота сразу же поменялась в кнопке. Давайте, чтобы нам было удобнее, я также эту кнопку вытащу в самый верх, чтобы мы ее меняли, и менюшка Select ее не закрывала. Значит, будем менять размер кнопки в живом времени. Окей, что я сделаю? Я возьму наш Select и ему добавлю наше уже знакомое событие onChange. Напишу его вот так и в него присвою функцию fun1, чтобы при каждом изменении в нашем Select отрабатывала эта функция. И вот если мы проверим уже такое изменение, то увидим, что кнопка меняется в живом времени. То есть событие onChange я могу применять не только по отношению к инпутам, но и к Select также. Что мы сегодня узнали? Если я хочу из Select получить данные, которые выбрал пользователь, я сразу же думаю про value. Хочу вас, кстати, поздравить, мы приближаемся к большой контрольной. Сегодня это была такая небольшая тема, чтобы вы немножко расслабились. И на следующем уроке мы повторим все, что прошли до этого. А потом у вас будет такая небольшая контрольная на 3 урока, где мы вспомним все, что проходили до этого. Ну и как пройдем контрольную, перейдем уже к более сложному функционалу, к более сложной логике. На этом все. С вами был Бананомастер, разработчик, который может объяснить все. Домашка, как и всегда в описании под видео.